Ищешь клевые вещи в оригинальном стиле? На сайте Всемайки.ру тебя ждет огромный выбор одежды, посуды, чехлов и многого другого. Попробуй редактор готовых макетов, чтобы создать собственный дизайн. Переходи по ссылке в описании, где промокод дает скидку в 10%. Всем привет! В этом видео буду собирать револьвер под названием Ведомый из игры Apex Legends. Он будет сделан полностью из пластика, что позволит при изготовлении обойтись только канцелярским ножом и клеем. Это будет не просто кусок пластика, в него будет встроен гирбокс от Глока. Итак, для сборки мне потребуется шаблон и картинка данного револьвера. Гирбокс возьму голый, без корпуса. Можно, конечно, использовать целый Глок, как несколько лет назад в видео с ублюдком из метро. Но ручка будет слишком толстой и неудобной, да и по форме она не подходит. Гирбоксу еще нужен узел хаппап вместе со стволиком. На нем также присутствует курок, который как раз идеально впишется в Wingman. Между гирбоксом и узлом хаппап будет располагаться читерский магазин с большим количеством шаров. Скорее всего, он имеет азиатские корни. Корпус будет склеиваться из вспененного 2-мм ПВХ пластика, слой за слоем, пока не будет достигнут нужный объем. Сразу отвечаю на вопрос, его можно купить у рекламщиков или через интернет-магазины. Для начала вырезал из шаблона ручку вместе со спусковой скобой и перенес контур на пластик. Вспененный ПВХ легко режется ножом, но нужно быть аккуратным, нож может затупиться и под усилием вылететь в палец. Сразу же сделал примерку гирбокса, он как раз подошел под этот размер. Теперь нужно из пластика склеить послойно торец рукоятки. После этого в получившиеся детали разместил все компоненты и также склеил скобу. Так как пластик легко поддается обработке, не нужно ловить каждый миллиметр при вырезании и склейке элементов. Главное сверяться с шаблоном и не сточить лишнего, хотя и тут на помощь придет двухкомпонентная шпаклевка. Далее разметил места приклеивания накладок на рукоятку и вырезал их по тому же шаблону. После этого сделал заднюю крышку барабана, она будет являться частью корпуса и приклеиваться по бокам. Основная часть корпуса готова для размещения в ней всех компонентов, но перед интеграцией их в пластик нужно удлинить провода, которые идут от двигателя. Предварительно приклеил гирбокс на горячий клей. Этот клей плохо клеится к металлу, но его хватит, чтобы временно закрепить гирбокс на своем месте при настройке. Позже он будет закреплен на стандартные шпильки. Теперь нужно вставить поршень, который подает шары. И для этого в корпусе как раз есть выступ, который хорошо подойдет под упор штока. Этой процедуры можно было избежать, если заранее просверлить отверстие изнутри рукоятки. Хотя кто знает, вдруг бы поршень задевал за корпус, а тут это можно наглядно проверить. После проверки из пластика вырезал широкую полосу, из которой буду сгибать барабан. Пластик легко гнется под температурой и сохраняет свою форму при остывании. Перед приклеиванием барабана в рычаг курка вставил тягу, которая будет нажимать на микровыключатель и запускать гирбокс. Выключатель взял мощный, на 220 вольт, по-моему, от микроволновки. Его размещу сразу за спусковой скобой, на кронштейн из пластика. Пришло время окончательно закрепить все компоненты в корпусе с помощью шпилек. Питаться вся система будет от стандартного аккумулятора. Для него к кнопке припаял быстросъемную площадку. Очень удобно, ведь аккумулятор нужно снимать и подзаряжать отдельно. Батарея будет находиться в корпусе, для нее как раз предусмотрена конструкция под стволом. Деталь разрезал на две части, по предусмотренной для этого линии. Одна часть будет приклеиваться к корпусу, вторая будет съемная и держаться на винте. Быстросъемная площадка тоже хорошо подошла по своим размерам, ее я просто вклеил. Получилось идеальное место для аккумулятора. Теперь нужно приклеить барабан и кожух ствола, который сделал также с помощью фена. Над ними будет располагаться планка Пикатини или ласточкин хвост. Вырезал в кожухе по бокам два окна и вставил фейковый ствол. Отверстие разметил с помощью выстрелов и просверлил сверлом.
Такая заготовка револьвера получилась. Теперь нужно брать в руки наждачную бумагу вместе с бруском и выравнивать все грани, сделать скосы на торцах. После этого взял двухкомпонентную шпаклевку и стал исправлять все косяки. Шпаклевку можно наносить как пальцем, так и шпателем. Для этого хорошо подходит лезвие ножа. Чем шпаклевка свежее, тем быстрее она схватывается. После отверждения шпаклевки зашкурил все места наждачной бумагой вместе с бруском. Эту процедуру обычно проводят несколько раз по кругу, до полного устранения всех неровностей. Чтобы не портить металлический надфиль, сделал самодельный, из наждачной бумаги и полоски ПВХ пластика. Кстати, его мне хватило на весь проект. Разметил отверстия на корпусе и сделал их гравером. Их также можно сделать гвоздем или спицей. Большие углубления сделал раскаленным прутом. Приклеил декоративные элементы и шляпки винтов. На этом этапе револьвер подготовлен к грунтовке. Чтобы убрать шероховатость пластика, после обработки грунтовку нужно зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если этого мало, нужно еще раз загрунтовать и прошкурить. Самое сложное для меня — это выгравировать надпись на барабане револьвера. Разметил строчку и нарисовал буквы, и попробовал их выгравировать. Без опыта это сложно сделать, и в конечном итоге я просто срезал эту надпись и вклеил табличку с отгравированными буквами на ЧПУ станке. Можно было не мучиться и просто сделать наклейку с надписью. На некоторых скинах в игре так и сделано. Для покраски корпуса взял серебряную краску под сталь. Она не очень укрывистая, и пришлось наносить ее в несколько слоев. Еще один основной цвет — это черный, который уже был нанесен в качестве грунта. Им осталось покрыть незначительные по площади элементы. Эмблемы аккуратно нарисовал с помощью кисти, а также сделал точечный рисунок в нижней части рукоятки. Таким получился револьвер из Apex Legends, теперь нужно его протестировать. В игре на каждую пушку есть обвесы, как раз самым топовым из прицелов является золотой коллиматорный прицел, который у меня есть. Решил его закрепить на планке сверху. Также для веселья установил большой магазин на 70 шаров, и из Вингмана получился автомат R99, который просто разрывает мишень в клочья. Пишите в комментариях, какую еще пушку можно сделать из этой игры, и делать ли ее так же просто, применяя только пластик. Еще и наконец-то почти все подготовил для нового большого проекта, и скорее всего следующее видео будет про него. А пока всем спасибо за просмотр, если вам понравилось, поделитесь этим видео, ставьте большой палец вверх, увидимся в следующем проекте.